Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Август 2024 года. Таро расклад. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Планетарно же для вас доброе время. И вторая половина года, она способствует решению очень многих вопросов. Нам не говорят, что это будет где-то легко, просто сделать, хотя как раз многие вопросы легко и просто осуществятся. Сами по себе что-то будет, ну, как назовите это судьбой, вселенной, помощью высших сил, как правильную дорогу нам будут указывать, чем заниматься, а куда идти, надеяться не стоит. Кому более интересно сравнить со звездным расписанием свое личное расписание или ваши какие-то планы, которые вы строите на вторую половину года, я приглашаю на свой сайт прочитать гороскоп именно планетарный. И для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Есть ссылка во вкладке «Сообщество» уже. И я еще оставлю ссылку в описании под видео. Мы же идем с вами дальше. И давайте, у нас сегодня две колоды. Колода поддержки патронажа ангелов и 78 дверей, колода метафорических карт. Давайте рассмотрим их с позиции позитивной психологии. Чем нам будут помогать высшие силы? Какие альтернативные варианты для нас? Развитие событий на август месяц, подскажут карты. Нет ничего невозможного. Все барьеры где-то в нашем сознании, часто в наших шаблонах. Итак, мы зададим вопросы, на мой взгляд, достаточно важные, чтобы траекторию на август определить. Что придет, будет первая карта. А что уйдет? Возможно, тот вопрос, в котором вы поставите точку, что-то вы для себя решите. А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? А на что соглашаться? И чего опасаться? И на колоде 78 дверей, 3 главных события. Пусть они нам покажут именно событийный ряд или сферы жизни, что у вас будет активно, может быть, проигрываться, решаться в течение августа месяца. Итак, август для львов и львиц. 3 главных события. Первое событие. Второе. И третье событие. Итак, что же придет? Ух ты, победа! Шестерка огня или шестерка жезлов – это карта успеха, карта действительно победы, когда вы можете что-то передумать кардинально. Сами по себе какие-то изменения могут происходить. Это карта самоуверенности, самодостаточности, и когда какой-то проект у вас срабатывает, правда, сама по себе, что придет победа. Ну, как минимум, один какой-то вопрос для вас прояснится, решится, в чем-то будет более определенным ваша дальнейшая тактика, или вы подведете итог прежним каким-то своим действиям и будете видеть себя, похвалите, что эх, какой молодец, или молодчина, что вовремя как-то я сориентировалась или сориентировался. Может быть, это какие-то новости вы получите в августе месяце, которые как раз усилят уверенность в самих себе. Что же уйдет? А вот эта проигрывающая сила, действительно, пятерка огня, это когда конфликты, это когда есть сомнения, это когда есть желание настоять где-то на своем, что-то доказать, есть разочарование, когда есть недопонимание, когда, знаете, есть какая-то турбулентность или какая-то многозадачность со стороны людей, которые пытаются нас втянуть во что-то, куда нам не нужно. Вот это все уходит, то, что я перечислила. А что будет продолжаться, нечего добавить. Ух ты, любовь, мои дорогие. Вопросы любви, может быть, новое знакомство для кого-то. Может быть, это знакомство с человеком, когда вы могли друг друга знать, но это еще не была дружба. Перевод отношений на новый уровень. Или наоборот, была дружба, а здесь вы будете продумывать, а не попробовать ли нам жить вместе, парой. Какая-то личная история, именно партнерские отношения. Конечно, у кого-то может проиграться партнерские отношения по части бизнеса, работы.
Это знание, это какое-то важное решение, это когда с нами партнер на одной волне. И самое главное, он не боится ответственности. И вы не будете бояться ответственности за кого-то, может быть, взять на себя. И партнеры отвечают взаимностью. Здесь вот как и по работе, так и по личной жизни какая-то очень добрая перспективная история может быть. И это будет только продолжаться. Значит, не торопись, нам где-то говорит карта. Быстро все расставлять по местам. Или какой-то эффект сразу такой молниеносный получить. Всегда, когда выпадает эта карта, это нужно быть очень внимательному, где-то нежному к своим близким людям, именно тех, кого вы любите. Потому что там нажим, упор, ну, не совсем предпочтителен. Здесь больше эмпатии, искренности, доброты. Вот это будет продолжаться. Хорошо. Чем же не соблазняться? Карта Великой Мощи называется в колоде герметического Таро. Это в этой колоде это какие-то возможности. Когда нам карта говорит, в принципе, уже была проведена какая-то подготовка, и тут действительно у вас сильная позиция. Но во что включаться? Нужно подумать. И вот если мы спросили, на что не соблазняться, для вас, видимо, в течение августа нужно проводить правильные параллели. Куда ведет то или иное предложение? Может быть, это будет как раз связано с тем, что уходит. Какая-то разрозненная информация. Пятерку жезлов я называю информационный хаос. У вас это уже то, что уходит. Это то, чем вы, возможно, еще будете заниматься в августе, но постепенно расставлять все по местам. И от чего-то вы, может быть, откажетесь, потому что когда выпадает девятка жезлов, мы откликаемся в двух случаях. Или нам что-то угрожает, и мы от этой помехи избавляемся, или наоборот, мы должны чего-то важного не упустить в нашей жизни, каких-то прогрессивных предложений или партнерских отношений, или каких-то возможностей. То есть правильное применение силы. Не соблазняться на то, если мы спросили, что вы сейчас себя будете чувствовать в хорошей форме, мои дорогие, как физически, так и ментально. Не случайно у вас карта победителя в самом начале. Но не значит, что эту силу нужно так хаотично ко всему применять или где-то ее транслировать. Нет, больше продуманности, чем я буду заниматься и что я буду продолжать. Основной вопрос. На что же вам надо соглашаться, как будто? Вам нужно быть реалистом. И по этой карте проходит интеллект. Вам нужно будет сравнивать какую-то реальность с вашими возможностями и с вашими планами. Вот эти три позиции нужно в красивом таком союзе соединить и от этого оттолкнуться. Должна быть все время какая-то мотивация. Или вы должны себе задавать вопрос: для меня это будет способствовать моему продвижению. Тогда мы этим занимаемся. Или, может быть, вы от чего-то откажетесь, опять же, потому что какая-то идея не жизнеспособна. Есть и отношения, или, может быть, это не отношения, это ваша ментальность, это ваши планы, это ваши где-то прежние методы работы, прежние методы построения взаимоотношений. И тут вам, исходя из какой-то реальности, придется навести порядок в собственной жизни. На что-то согласиться, от чего-то и отказаться. Чего опасаться? Быстро потратить деньги. Деньги есть, деньги будут, нам об этом говорят, но как-то организация вашей жизни по-новому. Прекрасная карта перспектив. Но вы, вот все то, что я уже сказала по девятке жезлов, вы можете чувствовать в себе силы. И получаете, может быть, какие-то дополнительные бонусы. Будет желание именно потратить деньги. А карта все-таки нам говорит о чем? Будь реалистом. Значит, выстроить какую-то совершенно новую стратегию по части финансов. Откуда приходят деньги, когда они приходят, или каким образом я могу заработать еще, быть все же в денежных вопросах более чем реалистом и не подставлять где-то себя под удар финансовый, надеясь, что мне вот, допустим, обещали, к примеру, как какой-то внеочередной бонус в виде выплат, или что вы где-то прогнозируете, должны прийти деньги, и вы тратите какую-то сумму, а потом то, на что рассчитывали, у вас задерживается, или какие-то там нюансы появляются, или вам нужны деньги, а вы их, допустим, уже во что-то вложили. Вот может быть такая своеобразная вилка финансовая, когда вроде деньги были,
но ушли они не туда. Вот у вас вот этого следует опасаться. Давайте мы узнаем, каковы же 3 главные события. Карта отшельника. Выйти из какой-то ситуации, когда буквально из одиночества все-таки отшельник. Но и не соблазниться на то, что эфемерно. У нас вот как раз эфемерно предлагают какие-то чудесные дары, но отшельник отказывается. Говорит, не надо мне иллюзий, отказаться от иллюзий, правда. Быть мудрым, надеяться на самого себя, об этом говорит карта, и какую-то свою важную миссию совершить. Отшельник ведь это мудрец-философ, к которому обращаются, чтобы какие-то тайны разгадать или как поступить в той или иной ситуации. Вы можете быть в центре внимания, к вам люди будут обращаться именно, чтобы узнать, как поступить. У кого-то из вас, вот и вам придется проводить, посмотрите, снова аналогию между тем, что может быть продолжено, между искренними предложениями или каким-то, ну, знаете, когда и вашим, и нашим, или какой-то двойственной ситуации, вам придется быть дипломатом, именно дипломатом, потому что иногда будет хотеться, как по рыцарю мечей. Посмотрите, какая красноречивая карта. Вот дипломатия перед вами откроет все двери. Поэтому лояльность, даже если вы от чего-то отказываетесь или кому-то отказываете, делайте это элегантно, чтобы это не было как мокрое полотенце по лицу. Потому что у вас могут быть внутри разные эмоции, и вот эти закрытые врата, вот в этой колоде карт 78 дверей, какие двери у нас открыты или закрыты, куда мы идем, куда нам нужно, а куда и, в общем-то, не следует спешить и торопиться. Вот закрытые двери, у нас здесь кентавр, который всей силой своей мощи пытается открыть эти врата, и карта говорит, да, вот настойчивость какая-то, ты можешь открыть эти врата, но не факт, что то, что ты увидишь, потом тебя обрадует. Куда-то идти нужно 10 раз подумать. Или к чему стремиться, опять же, быть реалистом для вас стоит. И вот какой-то выбор у вас будет в августе. Ладно, давайте я сама достану карту. Что же по отшельнику, чем дело кончится? Но определенно точно выйти из какого-то сольного варианта. Рядом у нас двойка кубков. И поэтому для тех, кто один или одна, какую-то свою стратегию в личной жизни стоит поменять. Чем же дело кончится по отшельнику? Ух, шикарно, 9 пентаклей. Вы сами открываете двери, и мы проговорили с вами двери, открыты или закрыты. Все в ваших руках, все в вашей власти. Это карта самодостаточности. И девушка открывает гостям дом, добрый, уютный дом. Создать, может быть, или отношения какие-то в дальнейшем развивать. Может быть, решить вопросы, которые конкретно будут касаться вашего жилища, ремонта, благоустройства дома, или то, что будет касаться вашей прибыли, мои дорогие, откуда приходят деньги, чем дело заканчивается. Правда, сильная позиция, но мы вот только с вами об этом говорили. С деньгами нужно быть аккуратному, но все в вашей власти, все в ваших силах. Чем же сердце успокоится? В зависимости от того, как вы примете решение по финансам, 5 пентаклей – это карта недостатка понимания, взаимопонимания или недостатка финансов. Вот поэтому себя как бы не пойти в ненужном направлении. Может быть, вам придется себя где-то ограничить в части финансов. Может быть. Хотя деньги есть, и не потому, что их не хватает, а потому что как-то вот рачительным хозяином надо быть. Вам, мои дорогие львы и львицы. И с другой стороны, не устраивать какую-то конфронтацию, чтобы в последующем о чем-то не сожалеть. Правда, выбор будет. Будьте мудры. Вот с этого и начинается аркан отшельник. И ведь, знаете, вам никто не мешает. Когда выпадает отшельник, мы только сами себе не должны помешать. Поэтому такие полярные карты. Будьте внимательны при выборе. Второе событие. Влюбленные нам снова говорят про какую-то личную историю. Или есть выбор сам по себе между партнерами. Или нам карта где-то говорит, отдавая предпочтение тому, что проверено надежно. И вот обратите внимание, явно шла пара, мужчина и девушка прогуливались. Или вдруг цыганка, которая ему гадает. И он настолько увлекся уже тем, что говорит цыганка, что он забыл где-то о своей спутнице. Что ему говорят? Он верит тому, что эфемерно, или ему хочется обманываться.
И вот эта карта, именно в этой колоде карт, посмотрите, нет дверей, нет преград. Действительно, от какого-то вашего правильного выбора будет зависеть ваша дальнейшая траектория движения. И вы можете оказаться, кстати, мои дорогие львы и львицы, карта влюбленная может говорить о том, что вы можете занимать любую позицию, как в роли вот этого человека молодого, которому гадают и который где-то замечтался, в роли вот этой прекрасной девушки, которая смотрит так немножко отстраненно, может быть и удивленно. Она предпочитает не вмешиваться и делать выводы. Вы можете быть и цыганкой, когда вам придется где-то учитывать две стороны, которые наблюдают за вами. Но будьте внимательны с теми людьми, которые для вас дороги. Есть выбор от вашего неправильного какого-то действия. Другая сторона может сделать тогда сама какой-то вывод. Здесь у каждого будет по-разному. И я так вижу, личная какая-то история. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Как видят карты, чем дело кончится? Ожидание. Ожидание решения какого-то вопроса по части личной жизни. Но быть реалистом, а здесь у нас какой-то образ. Поэтому не нужно доверять образам. Не нужно пребывать в пустом ожидании. Чем дело кончится? Оно не кончится. Ты можешь перевести как будто вот в такой режим бесполезного ожидания свою жизнь, если вдохновишься пустым образом. Вот где-то об этом нам говорят. Правда, будьте реалистами, все у вас на пороге каждого дня стоит. И чем сердце успокоится, а есть возможность быть более чем реалистом и правильно пройти какой-то жизненный экзамен. Да, карта может говорить о том, что это может быть и экзамен, когда вы прошли курсы или вы куда-то поступаете. Предполагает эта карта наше обучение, когда вот эти новые знания в последующем мы перекладываем в практику, становимся более востребованными специалистами, можем заработать больше денег. Вот правда, будьте реалистами, для вас деньги имеют значение какое-то основополагающее, но не в плане, когда вы с такой, знаете, жестким материалистом становитесь, а вы рассматриваете как-то по-другому, вы меняете концепцию отношения к деньгам, что деньги мне нужны не для того, что себя там роскошью какой-то окружить, или себя до бесконечности чем-то баловать, или потворствовать своим желаниям. Но в хорошем смысле, я думаю, все меня правильно понимают. Здесь идет контекст того, что деньги – способ взаимодействия с миром. И перед вами откроются перспективы, когда для того, чтобы узнать, открыть для себя какие-то новые возможности, мои дорогие, вам потребуется энная сумма денег. Поэтому я бы даже сказала, но элемент какого-то накопления может присутствовать в августе месяце для вас, потому что что-то, какие-то врата перед вами потом еще откроются, и вы не должны чувствовать себя в этот момент, где-то обесточенными по финансам. Может быть, это знание как раз по части финансового, как, знаете, финансовая грамотность, финансовая культура какая-то. Потому что будет какой-то ваш, как идея, или, может быть, план, который вам захочется переложить на реалии, и именно в последующем осуществить у кого-то переезд, у кого-то дальнейший прогресс по карьере, или какое-то продолжение вашей личной истории. Но вот как вы пройдете этот экзамен, какой вы выбор, опять же, сделаете, или в сторону какого-то, эфемерных каких-то моментов, и которые ничем не кончаются, или вы пройдете вот этот жизненный экзамен буквально. Будет зависеть дальнейшее качество жизни. И что же у нас как третье событие? Шикарно, десятка пентаклей, посмотрите, это то же самое. Десятка земли. Действительно, деньги будут, вот подтверждают. И будет какое-то, может быть, получение денег или как помощь, или какой-то бонус. Или те деньги, которые приходят, может быть, даже в большем количестве, чем вы ожидали. Или это может быть получение гонорара за проделанную прежде работу, за какие-то заслуги. И тогда мы это должны переложить вот именно на пользу делу. Ведь десятка пентаклей, посмотрите, нам вообще про дом. Здесь когда обустройство дома, или все зависит от того, какие вы планы ставите перед собой. У кого-то это может быть вопросы переезда или поездки, или
открыть перед собой совершенно новые перспективы и как-то, кардинально альтернативно сделать карьеру. Это карта благополучия, но если мы говорим про события, деньги есть, деньги будут. Чем дело кончится? Хотя нам показали, вообще прекрасно, 9 кубков. Карта самодостаточности и... Это карта эгоиста, я ее так называю. И посмотрите, двери открыты, и в эти открытые двери нет закрытых каких-то позиций для вас в принципе. Так вот, вносят какое-то еще очередное блюдо, нам показан человек за столом, который доволен себе, и бросает собачке, какие-то остатки собственной пищи, вот так вот с барского стола. Смотрите, чтобы где-то себя не обнулить, бросая какие-то, или оказывая какую-то помощь, или, может быть, приобретая что-то сверх того, что вам нужно в этот период. Сильная, повторюсь, позиция, вы сами себя чувствуете совершенно в других энергиях, но фокус в том, чтобы продумать что-то на последующий период. Чем дело кончится? Хорошо, все заканчивается, но это не конец, а продолжение следует. Чем сердце успокоится, ух ты! Вообще, мои дорогие львы и львицы, правильным быть, продуманным быть, это важно. Выйти из зоны какой-то ограничений, но сделать это мудро, красиво, элегантно. Правильно распределить силы, как и физически, у вас их достаточно, так и какой-то финансовый последующий прогресс. Может быть, на что-то согласиться, какие-то правильные параллели провести, использовать этот прекрасный период, мои дорогие львы и львицы, на благо, на счастье себе. Посмотрите, какие у вас карты. Как и единение души, перевод отношений на новый уровень. Буквально врата открыты из храма, пара выходит, свадьба у кого-то, предложение у кого-то. Может быть, вы будете делать, или вам будет кто-то делать, или решение жить вместе. Какая-то личная жизнь не на последнем месте, с финансами или по дому, по решению ваших бизнес-вопросов или карьеры тоже есть прогресс. И захочется быть эгоистом. Поэтому нам и говорят, вот в позиции чего опасаться, когда мы можем так вот, знаете, гульнуть хорошо. К этому будет много предпосылок, но вообще добрый период. Используйте его для самих себя по максимуму, потому что здесь есть возможность сделать что-то удивительно чудесное. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.